Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать, что я буду вязать? Вот такие вот следочки на 5 спицах жаккардом. Можно применить остатки. У меня белый, зеленый, красный. Можно больше цветов, значит, здесь поставить. На размер я буду вязать 38-40. Размер, длину уменьшаем или увеличиваем. Если размер меньше, соответственно, уменьшим по мыску пару рядов и по длине тоже. Если больше, то немножечко увеличим. Для вязания мне потребуется 5 спиц номер 2,5. Так, пряжа у меня сразу, чтобы не забыть, в 100 граммах 240 метров. Это турецкий акрил, стопроцентный, картопу флора. Любой пряжей можете вязать, если метраж совпадает, то мои расчеты вам подойдут. Значит, я использовала 3 цвета: коричневый, зеленый, белый, красный. Этот узор очень выгодно будет смотреться красиво, более ярче на черном фоне. Ну, так как видео очень плохо будет видно на черном фоне, поэтому я решила на коричневом одни связать. Значит, круговые спицы, это я буду делать зачин на мысок на круговых спицах. Так, что дальше? В процессе вязания я все детали буду измерять в сантиметрах, чтобы легче вам было ориентироваться. Сейчас пройдемся немножечко по схеме, где что увеличить или уменьшить, расскажу. Схему я в своей соцсети, я в основном бываю в Одноклассниках, в Инстаграме, вместе с фотографией в комментариях я схему загружу, а также в сообществе на канале. У кого открывается, можете там взять схему или же сделать скриншот видео. Сейчас я схему выставлю, по которой я буду вязать. Так, переходим к вязанию, идем дальше. Так, значит, сначала я провяжу мысок, потом перехожу, сделаю набор сначала петель на 5 спиц, перейду, провяжу мысок, перехожу на жаккард, вяжу до разъема. Разъема у меня как такового не будет, я сразу просто разъединяю на 2 половинки в этот раз и до самой пятки, и закончила пяткой. Значит, смотрите, вот это вот моя схема нарисовала. До разъема я провяжу 1, 2, 3, 1, 2, 3. Вот полных 3 узора до разъема. Довяжу до разъема, замерю это все в сантиметрах. Всего у меня будет 58 петель. Значит, если нога широкая ступня, наберем 60 или размер большой. Если размер маленький, смотря опять же какая плотность у вас вязания, 36-37, можно набрать 56 петель, убавлять петли по узору, где будем. Вот боковые стороны у меня проходят однотонные полосы такие по подошве, спереди, по бокам. И вот здесь можно по одной петельке уменьшить. Вот спереди и сзади получилось 56. Или же по боковым сторонам по одной добавить, получилось 60. Я взяла среднее 58, примерила нормально. Даже вот на манекене они свободно сидят. Значит, что сейчас? Вот что сейчас схема. Начинаем вязать сейчас. Начинаем вязать мысок. Сейчас я на каждую спицу, у меня круговые спицы, на каждую спицу наберу по 12 петель. Я не один раз показывала, как я провязываю мысок. Вязала его по-разному. Сейчас буду вязать тем вариантом, который мне более всего подходит. Множество вариантов, как начинать вязать мысок. Так, ниточку забросила. И одну завожу нить на нижнюю спицу, одну на верхнюю. Одну на нижнюю, одну на верхнюю. Так буду набирать, пока у меня на каждой спице не будет по 12 петель. Так, пересчитаем. 2, 4, 6, 8, недобор. Так, набрала на каждой спице по 12 петель. Теперь это вот дело придерживаю все. Вытаскиваю одну спицу. Сейчас я провяжу все петли на этой спице. Потом опять переведу спицы, провяжу все петли на второй спице. И перейду на 4, на 5 спиц. Так, все провязываю лицевыми. Весь следок будет вязаться лицевыми петлями. Ну, думаю, это и так понятно, но еще раз. Так, здесь немножечко проблематично вот начало.
Поэтому это все надо придерживать. Все, провязываю лицевыми до конца. Так, последняя провязала. Теперь так, продолжаем. Перевела спицы и теперь провязываю все петли на второй спице. И дальше я уже буду переходить на 5 спиц. Так, провязываем до конца. Довязала до конца. Теперь все это пересниму на 5 спиц. Буду переснимать сразу с накидом, с добавкой. Через один ряд я буду делать прибавки в начале и в конце ряда. Значит, у меня 12 петель, по 6 петель я переношу на каждую спицу. Сразу провязываю. Вязание по кругу, поэтому петли переворачиваю. Так, первую провязала, вторую провязала, и потом делаю одну прибавку. 3, 4, 5, 6. Вместе с прибавкой получилось 7 петель. Так что у меня здесь 6 петель осталось. Опять не довязывая 2 петельки, делаю прибавку, переношу все это на спицу. Так, 1, 2, 3, 4, 2 петли осталось. Одну прибавила. Можно, да, перекрученным накидом делать, кому как удобно. Так, все, теперь осталась вот у меня эта длинная спица на леске. Точно так же перенесу на 2 спицы. Так, заканчиваю переносить петли. Последняя спица у меня. Сделала прибавку, последние 2 петельки провязала. Так, все. Спицы на леске закинули. Теперь аккуратненько вот это вот дело разравниваем. Вот что у нас получилось. Опять и коричневая пряжа получилась темная. Но узор будет видно. Значит, теперь следующий ряд. Провязываем по кругу. Все 4 спицы, прибавок не делаем. Прибавки, как я уже говорила, буду делать через ряд. Первые 2 петли буду провязывать, потом буду делать прибавку. Сейчас все провязываю лицевыми. Так, вот наш накид, прибавка, провязала. Все вяжу лицевыми. Следующий ряд сделаю прибавку. Так расширю мысок, пока у меня не будет 58 петель. К вам вернусь и начну вязать с вами вместе узор. Провяжу с вами по петельный узор. Ну вот первый, сколько здесь, 8 рядов, по-моему, пока не начнется повтор. Значит, я провязала сейчас, у меня на спицах 56 петель. Если размер у вас 36, например, маленький, остановитесь. Я наберу 58. Сейчас сделаю последние 2 прибавки. Вот такой вот мысок получается. Последние 2 прибавки сделаю на передних 2 спицах. Задние провяжу без прибавок и перейду к узору сразу. Так, 56. Сейчас сделаю по 2 прибавки. Первые 2 опять провязываю. Одну прибавляю. Далее вяжем, пока у нас на второй спице не останется 2 петельки. И сделаем еще одну прибавку. И задние 2 спицы без прибавок, как я уже говорила, будет 58. Если размер большой или широкая нога, сделайте 60. То есть на задних 2 спицах еще 2 добавите.
Так, довязываем. 2 петельки осталось, одну опять прибавила. Перешла на заднюю часть, 2 спицы я провязываю без прибавок. Так, провязываем до конца. Подвязали теперь белую нить, пришли в начало ряда, переходим к узору. Так, смотрим, кто умеет вязать по схеме, можете вязать все по схеме. Кто нет, оставайтесь со мной. Я вот начало 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, пока не начнется заново повтор. Эти 8 рядов сейчас провяжу попетельно, постараюсь. Значит, что у нас здесь? Вот это у меня черта, это здесь у меня будет начинаться ряд. Начинаем ряд, 2 петли основного цвета. Я немножечко ее сдвину, чтобы не падал ракурс в схему. Так, провязываем 2 петли основным цветом. Три петли белым. Так, здесь у меня был накид, вот он у меня перекрутился. Это что такое, ну? Как первый раз замужем, нитки путаются, ну. Так, 1, 2, 3. Провязываем белым цветом. 1 основным. 1 белым. 1 основным. 1 белым. 1 основным цветом. Так, по задней части я нити перебрасываю все или сверху, или с-под низу. Это кому как удобно, в одном направлении идут у меня. Меняю потом один ряд сверху, другой из-под низу провожу. Значит так, провязала 3 белым. Теперь 5 петель. 1 основным, 1 белым, 1 основным, 1 белым, 1 основным. Далее у нас по схеме идет 3 петли белым цветом. Провязываем. 1, 2, 3. Середина 4 петли основным цветом. 1, 2. Забываю сказать, когда провязала несколько петель, я вот так вот растягиваю, чтобы не было скукоженное полотно, не стягивала, чтобы. Так, середина 4 петли основным. Провязали. И опять у нас идет повтор с самого начала. 3 петли белым. Что у нас здесь? Повторяем. 5 петель. 1 петля основным, белая, основным, белая, основным цветом. Провязываем 5 петель. 1 основным цветом провязали. 1 белым. 1 основным цветом. 1 белым. 1 основным цветом. Далее 3 петли белым. Все. Вторую полосу мы сейчас закончили. Первую, вторую, между ними у нас 4 петли основным цветом. Переходим на боковую сторону. На боковой стороне у меня 3 петли по бокам основным цветом. Если вы размер уменьшали или увеличивали, у вас вот эти вот средние полосы, количество петель может меняться. Значит, у меня 3 петли основным. Провязываю. 1, 2. Перешли на заднюю часть. 3. Задняя часть точно так же вяжем, как и вперед. Сейчас я провяжу это все. Далее уже повторы вязать не буду, только начало. Так, опять 3 петли основным вяжем. 1, 2, 3. 3 белым провязали. 1 основным цветом. 1 белым.
одна основным цветом, одна белым, одна основным цветом, провязали, 3 белых, провязываем, 1, 2, 3 белым провязали, средняя часть 4 основным цветом, 4 петли, 1, 2, 3, 4. Далее идет повтор. Сначала 3 белым, опять провязываем 5 петель, одна основным цветом, одна белым, одна основным цветом, одна белым, одна основным цветом, 3 белым, раз, два, 3. И что у нас здесь остается? Одна петелька, провязываем ее основным цветом, и в начале у нас было 2 петли, боковая сторона 3 петли, и здесь 3 петли. Так, первый ряд закончили. Теперь второй ряд переходим. Что у нас здесь на втором ряду? Начало, точно так же 2 петли основным цветом провязываем, две петли основным цветом провязали, далее 2 петли белым, одна основным цветом, одна белым, 3 петли основным цветом, одна белым, одна основным цветом, 2 белым, средние 4 петли провязываем основным цветом. Так, вторая половинка точно так же, как вязали первую, повтор. 2 белым, 2 белым, одна основным цветом, одна белым, 3 основным цветом, одна белым, одна основным цветом, 2 белым, боковые полосы 3 петли основным цветом, переходим на заднюю часть, точно так же провязываем как переднюю, повтор с самого начала. Все, провязываем задние эти 2 спицы, повтор, довязываем последнюю спицу до конца, закончили 2 белыми, и в конце у нас боковая часть остается. Здесь у нас одна петелька основного цвета. Все, переходим на лицевую сторону. В начале 2 петли основного цвета. Так, третий ряд узора у нас сейчас идет. Поехали. 1, 2, 2 петли провязали основным цветом, 1 петля белым, 1 основным цветом, 1 белым, 5 петель основным цветом вяжем, 1, 2, 3. Здесь ниточку перебрасываю, чтобы не было большой протяжки. 4, 5 провязали, 5 петель, подтянули, немножко растянули,
1 петля белым цветом, 1 петля основным цветом, 1 белым, средние 4 петли провязываем основным цветом, и идет далее повтор. Осталось у нас 1, 2, 3 полосы. Вяжем их точно так же, как вязали первую. Провязываем до конца. Встречаемся в начале 4-го ряда. Закончили 3-й ряд, 4-й ряд узора. Так, боковая полоса у нас. 2 петельки провязываем основным цветом. Далее 1 петля опять основным цветом. 1 белым, 3 петли основным цветом, 1 белым, 3 петли основным цветом, 1 белым, 1 основным цветом. Далее у нас средние 4 петли, провязываем их опять тоже основным цветом. Не перебрасываю здесь, чтобы протяжки не было большой. Провязываем средние 4 петли, и опять у нас начинается повтор. Так, 4 провязали, 1 петля основным цветом, 1 белым, 3 петли основным цветом провязываем, 1, 2, 3, 1 белым, 3 петли основным цветом, 1 белым, 1 основным цветом. Все, закончили. Переходим, боковая сторона у нас, 3 петельки у меня основным цветом на боковой стороне. Провязываю их, перехожу на заднюю часть. Точно так же повтор. Вот как мы вязали вот эти вот 2 ленты, как я их называю. Точно так же провязываем на задней части. Заканчиваем 4-й ряд. Так, закончили 4-й ряд. Сейчас у нас будет 5-й ряд узора. Подвязываем сразу зеленый цвет. У вас, конечно, может быть другой цвет. У меня зеленый. Значит, сейчас у нас будет смена цвета. Белый цвет не обрезаю. Я просто буду перебрасывать потом. Не забывать, главное, об этом перебрасывать, потому что через 1, 2, 3, 4 у нас опять будет повтор белым цветом. Значит, сейчас что мы делаем? Вот вяжем мы. Теперь у нас основной цвет и зеленый. 5-й ряд узора. Так, первые 2 петли основным цветом провязываем. Одна зеленым. Одна основным цветом. Одна зеленым. Далее 5 петель основным цветом. Так, опять ниточку перебрасываю. 5 основным цветом провязали. 1 зеленым. 1 основным цветом. 1 зеленым. Все, закончили. Средняя полоса, 4 петли, провязываем 4 петли основным цветом. Далее у нас будет идти повтор. 1, 2, 3, 4 провязали основным цветом. Так, повторяем сначала узор теперь. 1 петля зеленым, 1 основным цветом. Ой, в экран надо заглянуть, что я там вяжу, а то я в схему смотрю. Зеленый, основной, опять 1 петля зеленым,
5 петель основным цветом, одна зеленым, одна основным цветом, одна зеленым. Все, закончили. И опять повтор у нас идет. Вот все сначала. Боковая часть, 3 петли провязали и повторяем все сначала. Заканчиваем 5 ряд по задней части самостоятельно. 6 ряд узора. Первые 2 петли провязываем основным цветом. 2 петли зеленым, одна основным цветом, одна зеленым, 3 основным цветом, теперь опять в симметричном порядке получается вяжем. Одна зеленым, одна основным цветом, 2 зеленым, средняя полоса, 4 петли основным цветом провязываем и повтор с самого начала. Провязываем сейчас 4 основным цветом и повтор. Так провяжем все 3 спицы. Повтор вот 6 ряд, начало все время повторяется. Так, вяжем, заканчиваем 6 ряд. После 4 основным цветом опять у нас что здесь? Смотрим сюда. 2 зеленым, 1 основным цветом, 1 зеленым, 3 основным цветом, опять 1 зеленым, 1 основным цветом, 2 зеленым. Вяжем так до конца. 7 ряд узора. Первые 2 петли провязываем основным цветом. Далее 3 петли зеленым. Одна основным цветом. Одна зеленым. Одна основным цветом. Симметричный повтор теперь идет. Одна зеленым. Одна основным цветом. Так что у нас здесь 3 зеленым. Все, 3 зеленым провязали. Так, 3 зеленым, 1 основным, 1 зеленым, 1 основным цветом, 1 зеленым, опять 1 основным и в конце 3 зеленым. Далее у нас идет середина, 4 петли основным цветом. Провязываем середину и опять повтор с самого начала. Так, провяжем до конца, закончим 7 ряд. Что у нас здесь было в начале? Опять 3 петли зеленым провязываем. 1, 2, 3, 1 основным цветом, 1 зеленым, 1 основным цветом, 1 зеленым, 1 основным цветом и 3 петли зеленым цветом. Боковая часть у меня 3 петли основным цветом провязываю, перехожу на задние 2 спицы и опять повтор с самого начала. Довязываем 7 ряд. Довязали 7 ряд. Так, дальше что у нас по схеме? Смотрим 8 ряд. Сейчас мы будем вязать. Все, это последний ряд узора.
Далее у нас идет повтор. С самого начала опять переходим на белый цвет. С первого ряда повтор. Провязываем белым. Только вместо зеленого я уже буду ставить красный цвет. Вы можете ставить любой свой цвет. Все, значит, сейчас вяжем последний ряд. И далее, следующий ряд, 9 уже, начнется повтор с первого ряда. Так, что у нас здесь в 8 ряду? Первые 2 петли провязываем основным цветом. Так, чтобы не было видно. Первые 2 петли провязали основным цветом. 4 петли зеленым. Одна петля основным цветом. Одна петля зеленым. Опять одна основным цветом. И что у нас здесь остается? 4 петли провязываем зеленым цветом. 1, 2, 3, 4. Средняя часть 4 петли основным цветом. Далее у нас идет повтор. Провязали 4 и опять повтор с самого начала. Одинаковые. Схема очень простая, так что отвязали первые, кто первый раз, допустим, первые 8 рядов провязали, дальше можно вообще без схемы вязать. Смотришь только вот на предыдущие ряды и так провязываешь. Так, провязали средних 4 петли. Повтор. Значит, что сейчас? Заканчиваем 8 ряд. Что у нас здесь? 4, опять 4 зеленых. Одна основным цветом. Одна зеленая. Одна основным цветом. И опять 4 зеленых. Переходим на боковую сторону. Провязываем 3 петли основным цветом боковые. Все, закончим 8 ряд. Начнем сначала все. Провяжем нужную нам длину мысок. У меня будет вот 1, 2, 3. 3 вот таких вот узора. Довяжу до конца. Замерю это в сантиметрах. Значит, вяжем, как я уже говорила. Цвета вот у меня всего лишь зеленый и красный, ну и белый промежуточный. Можете подставлять любые. Как светофор можно делать. Главное, чтобы это все сочеталось, выглядело красиво. Значит, довязываем, девочки, мысок до конца. Я к вам вернусь. Так, провязала я высоту по полоскам, если посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот этих вот 6 полосок. В сантиметрах это будет в сантиметрах 12 сантиметров высоту. И в ширину, ну вот, почти 10, 9,5. Теперь пришла в начало ряда. Нитки здесь безжалостно обрезаю. Коричневую основную нить я подвязываю вот в середине. Теперь я буду вязать по лицевой и по изнаночной стороне. Буду продолжать вязать тем же самым узором. Значит, я разъем закрывать в этот раз не буду. Вот так вот он у меня и останется. 2 петли пойдет на одну сторону и 2 петли пойдет на вторую сторону. Так, коричневый цвет подвязала. Продолжаю. Первые 2 коричневым провязала. Далее все вяжу по узору. У меня сейчас начинается узор сначала с белого цвета. Подвязываю белую нить. И вяжу далее по схеме. Опять продолжаю. Что у нас вот здесь белый цвет с самого первого ряда. Продолжаю вязать. Довяжу сейчас до конца. И пойду вязать по изнаночной стороне. Значит, вяжем далее по схеме. Все. Также и продолжается вязать. Только теперь будем по лицевой и по изнаночной. Так, что у нас здесь белый цвет. 3 белым. 1 основным цветом. 1 белым. 1 основным. Опять 1 белым. 1 основным. 3 белым.
Все. Далее все у нас идет повтор. Довяжем до конца, до последней петельки. Пришла в конец ряда к середине, довязала. Теперь последние 2 коричневых петли у меня осталось. Я провязываю также лицевыми. И кромочную тоже буду провязывать лицевой. Все, вот так вот разъем. Теперь поворачиваемся на изнаночную сторону. И все точно так же продолжаем вязать по узору. Так, что у нас здесь было? Второй ряд. Первые 2 у нас были коричневые. Далее 2 белым. 1 основным цветом. 1 белым. 3 основным цветом. Поехали. Все. Изнанку вяжем. Также продолжаем по схеме по узору. Или же вот можно смотреть внизу, что провязали. И также вязать. Первую снимаю. Вторая коричневая. Основной цвет. Далее 2 белым. 2 белым. 1 коричневым. 1 белым. Ниточки перебрасываю. 3 коричневым. 1, 2, 3. Опять 1 белым. 1 коричневым, основным цветом. И в конце 2 белым. Далее у нас идет боковая сторона. 3 петли коричневым основным цветом. Далее узор повторяется сначала, вот с самого начала. Все повторяем. 1, 2. Боковую сторону провязали и идет повтор. Так что у меня тут на изнанке, ну немножко накрутила, вот такая вот изнанка. Так, провязали. Далее повторяем все и так ряд за рядом буду вязать до самой пятки, не довязывая до пятки 1 сантиметр. Сейчас, значит, смотрите, что я здесь сделала. Я остановилась, вот у меня белый начался. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У меня будет 7 полосок, это на мой размер. Как я уже говорила, 38-40 я вяжу 7 полосок. Закончу белым цветом и потом перейду со снятыми петлями, уплотненная вязка. Провяжу 1 сантиметр и также провяжу задник, пятку. Значит, сейчас вот провяжу 7 полосок, к вам вернусь и будем вязать задник. Вяжем нужную длину нам до пятки. Так, довязала я почти до пятки, осталось у меня сантиметр-полтора довязать. Я перехожу на основной цвет и буду вязать все со снятыми петлями. Кромочную снимаю, 1 провязываю лицевой, 1 петельку снимаю не провязывая. 1 провязала лицевой, 1 сняла не провязывая. Так я провяжу 8 рядов последний, а потом перейду, буду закрывать пятку. 1 сняли, 1 провязали, 1 сняли, 1 провязали. Так вяжу до конца ряда. Так, пришла в конец ряда, кромочную петлю я провязываю лицевой по лицевой стороне, перехожу на изнаночную сторону, все петли провязываю изнаночными. Точно так же со снятыми петлями я буду вязать пятку. Так, все провязываю изнаночными. Вяжу до конца ряда. По изнаночной стороне в конце ряда кромочную провязываю изнаночной. А по лицевой стороне, как я уже говорила, провязываю лицевой. Довязала ряд до конца. Перехожу на лицевую сторону. Теперь перехожу сейчас к пятке. Пятку я буду вязать 17 петель я возьму на пятку. 17 петель, чтобы было нечетное количество петель. Так как снятые петли, поэтому мне нужно нечетное количество петель. У меня всего 58 петель, поэтому с одной стороны, с боковой, на 1 петельку получится больше. Значит, так, сейчас я здесь 20 петель перенесу на 1 спицу. 3, 4, переношу петли. Можно провязать, я просто нить перебрасываю вот так вот. Так, распределила я петли. Теперь что у меня здесь получается по пятке? Первая это у нас кромочная соединительная. Далее по узору продолжаю вязать со снятыми петлями. Вторая у меня будет лицевая. Далее снятая, опять лицевая и так дальше. Так, поехали. Значит, вяжу пятку. Также продолжаю. Первую провязала, вторую провязала. Далее 1 снимаю, 1 провязываю, 1 снимаю не провязанной.
одну провязываю лицевой, одну снимаю, одну провязываю, одну снимаю, одну провязываю. Так вяжу до конца. Последнюю петельку буду соединять с петелькой с боковой спицы. Так, провязала, сняла, провязала, и последняя петля, 2 вместе, одну с боковой спицы и последнюю 2 вместе соединяю, лицевой петлей провязываю. Соединила. Так, теперь переходим на изнаночную сторону. Все петли пятки провязываю изнаночными и последнюю соединяю изнаночной петлей по изнаночной стороне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 петля, 2 вместе провязала изнаночной. Может, кто-то скажет, что 17 петель это много. Возможно, кому-то будет много, но для моего размера это вот как раз. Смотрите, тут еще немножко растянулась. Сейчас я вам прям замерю на готовом. Ширина получилась 5 сантиметров. Значит, чтобы не была вот эта вот пятка сильно высокой, пару раз я не по одной петельке, а по 2 сразу закрою по боковой части, чтобы вот эта вот часть не была сильно высокой. По высоте она у меня получится вот 7 сантиметров. Значит, так, сейчас продолжаю вязать пятку, перешла на лицевую сторону. Все точно так же дальше продолжаем. Первую снимаем, продолжаю вязать со снятыми петлями. 1 лицевая, 1 снимаю, 1 лицевая, 1 снимаю, и кромочную петлю последнюю, то есть я закрываю с петелькой с боковой спицы. По лицевой стороне 2 вместе провязываю лицевой, как я уже говорила, по изнаночной 2 вместе провязываю изнаночной. Вот смотрите, чтобы не было сильно высоко, я по одну с середины, одну с боковой соединяю. 1-2 раза, вот сразу 2 петельки соединю, уменьшу высоту, так как я разъем в этот раз не делала, потом у меня количество петель здесь большое. Значит, так, довязываем сейчас пятку до конца, я к вам вернусь и закончим это дело. Закончила я вязать пятку, довязала вот до последней петельки, здесь у меня осталась одна, и здесь закрыла. Значит, сейчас буду закрывать петли. Такая вот пятка получилась. Что я забыла, замерю длину до пятки на свой размер. Что у меня здесь получилось? Так, до начала пятки 20, сколько? 23 сантиметра. Пускаю 2 сантиметра на растяжку, 25. Так, теперь по 2 петельки закрываем. Две вместе провязываю. Опять 2 вместе провязала, закрыла. Так, закрываем все петли. Так, теперь нам нужно обвязать вверх. У меня осталось последние 3 петли. Я, значит, сделаю сейчас, как обычно, своей вот такой вот бейкой обвяжу, но самый простой вариант, это можно все просто обвязать крючком, пару раз пройтись. Но я опять вот обвяжу бейкой. Значит, сейчас последние петли я сразу закрою, вот красным цвет протяну, подвяжу его. Красным цветом наберу, это сейчас все подвяжу, завяжу. Наберу сейчас сразу петли. Вот 2 дужки. Сама не вижу темный цвет. Оф. Под 2 дужки ввожу крючок, вытягиваю петельку. Ввожу крючок, вытягиваю петельку. По всему верху на 4 спицы я наберу. У меня всего будет 55 петель. Первый ряд провяжу все изнаночными. Потом перейду на основной цвет. Провяжу
основным цветом 5-6 рядов. Внутреннюю часть я провяжу опять красным цветом, хотя это можно все вязать основным цветом. Всего лицевыми вот этими вот рядами у меня будет 12 рядов. Выверну наизнанку и подвяжу. Это я в каждом видео более-менее подробно показывала. Сейчас я по-быстренькому пройдусь. Так, опять вот красный цвет набираю. Первый ряд изнаночными прохожу, остальные 12 рядов все буду вязать лицевыми. Первый цвет контрастным вяжу. Почему? Потому что если, например, вяжете темным цветом, то на изнанке хорошо видно вот эти вот петельки, за которые я буду подвязывать, прихватывать вот эту вот бейку-обвязку. Значит, сейчас что делаю? Набираю петли и провяжу вверх. Хотя можно не заморачиваться, просто обвязать рачьим шагом, например. Так, вяжем. Так, что я сделала? Провязала высоту 12 рядов. Сколько это у меня получилось? Вот 3,5 сантиметра почти. Теперь вот так вот. Я уже половину закрыла. Выворачиваю это наизнанку все. И по изнанке буду примонтирую. Разравниваем все вот эти вот спицы. Перегибаю это все. Так, снимаю одну петельку со спицы. Зачем же я намотала на палец? Одну вот подхватываю, петелька самого первого наборного ряда, подхватила. И две вместе соединяю. Раз протянула ниточку и второй раз протянула. Так, главное следим, чтобы вот здесь не перекосило, чтобы они все вот так вот были ровненько. Иногда вижу вот так вот в бок идет обвязка. Это фотографии выставляют, но так подхватили, подвязали. Все, так по одной закончим обвязку. И на этом будет сегодня все. Советую всем связать. Почему? Потому что получились теплые, практичные, долго будут носиться. У нас частое переплетение жаккарда. Ну и удобные. Вот, поэтому я когда-то раньше очень много вязала таких моделей, а потом вот мода поменялась, перешла на другие. Так, все, вроде бы с этим разобрались. Заканчиваем. Растягивается хорошо. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем легких петелек. До новых встреч. Пока-пока.